Сегодня мой рассказ о секретной базе отдыха Взморье. История этого места начинается с 60-х годов, когда научно-исследовательский институт точного машиностроения СССР начал планировать здесь строительство комплекса отдыха. Дня доброго и уже летнего, поскольку сегодня первый день лета, хотя у нас не очень тепло. Нахожусь я у центра отдыха «Космос». Я здесь бывал много раз, а сегодня открыл одно новое место, которое я ранее не замечал. Это заброшка. Может быть, это будет не всем интересно, но я хочу вам ее показать. Местонахождение комплекса выбирали тщательно. В итоге, посчитав это место самым солнечным на западном побережье Советского Союза, было решено строить именно здесь. А в 1971-83 годах здесь, в Ягубе Пярнуского уезда Эстонии, уже был построен комплекс отдыха Взморье. Место полностью было закрытым и охраняемым. Вероятно, по этой причине мне не удалось найти ни одной фотографии этого места тех времен. На площади более 8 гектаров отдыхали самые разные деятели науки и космонавтики, вплоть до кумиров того времени – Валентины Терешковой и Алексея Леонова. Все это загадочно и, возможно, придумано для привлечения туристов. Но кто его знает? Ведь отдыхали здесь, как говорят, в обстановке строгой секретности. Советская элита не отказывала себе ни в чем. В клубе были зеркальные стены, огромная панорама Москвы и роскошная по тем временам сауна с бассейном. А продукты иногда доставлялись сюда вертолетом, как и значимые гости из аэропорта Риги. Правда это или нет, я утверждать не могу, но именно так рассказывали в нескольких интернет-изданиях. После распада СССР комплекс до 2000 года перешел в пользование пограничников. Позже наступило время запустения. В декабре 2008 года недвижимость приобрел кооператив. За это время комплекс был частично отремонтирован и приведен в порядок. На данный момент часть комплекса со строениями, которые я вам сейчас покажу, выставлены на продажу. Всем дня доброго. Сегодня я совершенно случайно нашел одну заброшку. Причем в таком месте, где я бывал очень-очень много раз, но, видимо, не обращал на нее внимания. И сейчас хочу пройтись и посмотреть. Я, конечно, предполагаю, что это за место было. И, возможно, это оно и есть, но пока не уверен в этом. Ну, в общем, сейчас попробую пройти и посмотреть, что там осталось от этой заброшки. Вот такой комплекс зданий. Как я понимаю, раньше это было коттеджи для отдыха. Причем с правой стороны вообще уже разваливается, а слева еще что-то так более-менее. И напротив совсем рядом море. Ну, видимо, кто-то здесь все-таки ухаживает, раз тропинка прокошена. В общем, вот такие здания. Полы уже, судя по всему, прогнившие. Ну, что-то тут, окна выбиты. Прям как сцена какая-то. Ну и я не видел здесь никаких табличек или чего-то, чтобы запрещало войти внутрь. Попробую войти, смотреть. Полы здесь, конечно, очень даже гнилые, можно провалиться. Ой. Вероятно, как бы солнечная терраса какая-то, что ли, прям как сцена какая-то с видом на море. Удивительно, что еще фонари сохранились. Полки. Посмотрим, что там есть. Как дверь бухнула. Это, видимо, комната. Первая.
То есть здесь прогнивший опять же. Все на распашку. И рядом еще одна комната. Тут уже пол совсем прогнивший. Пойдем посмотрим дальше. Дальше у нас, я так понимаю, санузел. Скорее всего, душевая. Там какая-то непонятно. Вот. 2 комнаты. Даже унитазы сохранились. 2 комнаты и 2 санузла. Причем между собой соединенные. Это, судя по всему, была кухня, да. Я так понимаю, все они однотипные. Что это, я не знаю, в общем, открыть не могу. Скорее всего, что это выход на улицу. Терраса, конечно, впечатляет. Такой журнал. Да, но это не такой старый. ST-Express 26 июня. Год не вижу. 28-4 августа, 27 июня года нет, но, судя по всему, не такой старый. В общем, справа 2 комнаты, 2 санузла и слева. Так, ходить нужно очень осторожно, потому что можно провалиться. Да, одно здание, 2 комнаты, 2 санузла, кухня и общий зал, терраса. В общем, как-то так. Пойду попробую еще что-нибудь посмотреть, может, что-то интересное найду. В общем, здания все практически одинаковые и примерно в одинаковом состоянии. И всего их 1, 2, 3, 4, 5 зданий. И напротив еще какой-то другой конструкции здания. Даже между ними такие проходы были. Пост, бывший электрощит. Попробуем зайти еще в одно место, если получится. Номер 6. Здесь поприличнее. Опять та же самая солнечная терраса, прям как в виде сцены. Ящики. С левой стороны 2 комнаты, 2 санузла. И справа то же самое. И у каждого свой выход с другой стороны. Все заросшие тут птички, а рядышком хутор какой-то. В общем, ничего его интересного не показывал. Я не знаю, что это за база отдыха, но могу лишь предположить, что это часть базы космонавтика, которая находится здесь совсем рядышком. Вот, даже раскладушка
сохранилось. В общем, вот как-то так. Я бывал в этом месте, но не конкретно в этом, а рядышком очень-очень много раз. И как-то мне даже в мысли не было заглянуть сюда и посмотреть, что здесь справа находится. Но здесь уже совсем заросшие двери. Я даже не уверен, что туда можно зайти. Да и стоит ли. Слишком уж все как-то хрупко выглядит. Ну, вот одна дверь открыта. Попробует, это же он папоротник растет. Так страшно было, как снаружи. Какой еще сохранился. Посмотреть, это где-то как-то. Это прям вопрос имеется. 15 мая 2010 года. 15 лет назад в моей газете. Так, это непонятно, что кладовка, видимо. Это туалет. Ну, в общем, очень похоже, как и в тех зданиях, только здесь террасы немножко по-другому. Также открытая, на море смотрит, но там поднимались, а здесь они наоборот опускаются. Так, не грохнусь ли я? Диванчик сохранился. И камин был. Сидишь, холодный вечер, кладешь камин, открываешь окна и прямиком на море вид. Неплохо для тех времен. И с этой стороны, я понимаю, параллельное то же самое. Комнаты, кухни и туалеты. Может быть, я даже с этой стороны смогу выйти. Ну, видимо, да. Прям через колесо. Вот так это выглядит со стороны моря. Там находится космонавтика, центр отдыха. И, по всей видимости, это его часть, а может, это и было что-то отдельное. Кто его знает. Нужно понять. Как это выглядит со стороны. Даже как-то стало самому интересно, это часть центра отдыха космонавтика или это что-то было отдельное. Попробую выяснить, если получится. Так. И уже уезжая от центра отдыха космонавтика, мне повезло. Я поговорил с местным жителем, и он мне рассказал историю этого места, за что ему большое спасибо. А история такова, что раньше центр космонавтика, вернее не космонавтика, назывался он Взморье и состоял из двух частей. Одна часть это, которая поныне действующая, которая находится справа, если смотреть в сторону моря, и левая, где я был в так называемой заброшке, это его вторая часть. Так вот, называлось это место центр отдыха Взморье. И только уже когда Эстония вновь обрела свою независимость,
со временем поменяли название, и появилось название «Космонавтика». Вот такая небольшая история. Всем новых интересных открытий и удачных, хороших путешествий.